Давайте поговорим про геоглифы. Это такие нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры. Одни из самых известных геоглифов — это, конечно же, геоглифы Наски. Вот так они выглядят, да, находятся в Перу. И все такие геоглифы, как правило, очень древние. Чтобы рассмотреть тему сегодняшнего урока, мы перемещаемся в Англию. Здесь есть первый геоглиф, это Уффингтонская лошадь. Вот недалеко от Оксфорда есть местечко Уффингтон. И как раз таки здесь находится в графстве Оксфордшир меловая фигура длиною 110 метров под названием Уффингтонская лошадь. Вот она вот так выглядит с космоса. Да, она охраняется государством как единственный английский геоглиф, чье доисторическое происхождение не вызывает сомнений. Вот, давайте с воздуха на него посмотрим. Вот так он выглядит. Такая вот большая фигура. И получается, можно даже поближе, наверное, к нему подойти. Вот, не знаю, что мы увидим. Ну вот мы увидим сам холм, да, на котором, собственно, это все находится. Вот вырывались такие раньше ямы, и туда засыпался мел, да, но это меловая фигура. Он был сделан примерно в X веке до нашей эры. То есть вот такой вот, да, в первом тысячелетии до нашей эры сделан. Такая вот древняя фигура. Давайте еще раз на нее посмотрим. Вот. Ну, есть мнение, что он сделан какими-то давнишними поселениями, которые раньше здесь жили, да, и теперь их, естественно, нет. И вот за ним ухаживают, потому что если начинает прорастать трава, то его не видно, и это вредит, соответственно, самому геоглифу. Следующий геоглиф – это у нас великан из Серн-Аббас. Это геоглиф на склоне холма. Вот оно, местечко Серн-Аббас, да, недалеко от Дорчестера или там Бристоль, да, вот большой город. Это вообще самый интересный геоглиф в Англии. Да, он 51 метр в ширину и 55 метров в высоту. И лучше всего его видно вот отсюда. С этого... Нет, не отсюда, а вот отсюда. Вот такая вот штука. Вот. Это получается гигантская фигура с фаллосом и дубиной. Вот. Очень хорошо его видно. Возраст и происхождение его неизвестны. Вот, где-то в средневековье он был сделан в районе 1000 года. Ассоциируется с культом плодородия, вот, понятно почему. А также есть поверье, что если женщина уснет вот здесь вот, в этом месте, да, то она исцелится от бесплодия. Вот, все координаты будут в описании, можете пройти, посмотреть. Очень интересно. Вот такая вот просьба пришла от моего зрителя. Ну что же, давайте найдем Майкла Джексона, короля поп-музыки, где же он похоронен. Перемещаемся в Лос-Анджелес, Соединенные Штаты. Вот. И здесь рядом с Лос-Анджелесом, чуть выше, есть городок Глендейл. Так здесь все разрослось, что один город просто переходит в другой. И вот здесь таки как раз на кладбище под названием Форест Лоун и находится могила короля поп-музыки. Похоронен он в главном мавзолее, вот в этом здании. Вот, доступ к его могиле закрыт, она скрыта от глаз посетителей, и просто так фанатам туда пройти нельзя. Вот, только родственники туда приходят, но вот есть на Reddit фотография, как выглядит его могила. Вот, его туда положили, в такой саркофаг, и все это, насколько известно, бетоном еще залили, чтобы вандализма избежать. Вот, так что король поп-музыки покинул этот мир 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. И вот здесь вот его похоронили. Также на этом кладбище похоронены и другие звезды. Да, тут можно посмотреть и Ричард Дикс, и Роберт Янг, и Тед Найт, и так далее. Разные звезды голливудские, разной величины и так далее. Что примечательно, рядом с этим кладбищем Форест Лоун есть другое кладбище Форест Лоун, где покоится другая голливудская звезда, а именно Пол Уокер. Вот его могила, вот здесь вот с краю. Что как бы отличает, да, Пола Уокера? Он родился в Глендейле. То есть это прям его родной город, и его здесь похоронили. Вот его могила, человечка туда поставить нельзя, но есть фотографии, да, вот, соответственно, просто обычная табличка с надписью Walker, да, Walker. И вот здесь вот он похоронен. По-моему, там урна с прахом у него похоронена вот здесь.
Его же кремировали, да, он погиб в автокатастрофе 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. Вот, мы его знаем по фильмам «Форсаж», серии фильмов, да, «Белый плен» и «Моя любимая «Добро пожаловать в рай» 2005 года. Вот такая могила. Вот здесь, получается, в одном городе похоронены две таких звезды, очень таких крупных. Один актер, другой певец. И где-то здесь еще похоронена была... у мавзолея, где вот Джексон похоронена еще Элизабет Тейлор, знаменитая голливудская актриса, да, которая сыграла Клеопатру в 1963 году, знаменитый фильм, вот, а умерла в 2011 в возрасте 79 лет. Вот. Она известна тем, что у нее 3 Оскара она заслужила, скажем так, за свою карьеру, и у нее было 7 мужей. Все координаты в описании. Спасибо за запрос. Занял 5000 рублей, чтобы препарировать эту купюру. С этой стороны находится памятник и утес, город Хабаровск, да, подсказывает нам. И с обратной стороны знаменитый мост через реку Амур. Давайте же по порядочку найдем эти места. Сначала вот это. Видим, да, какой-то памятник и сзади здание. Вот, давайте же на карте это найдем. Город Хабаровск, перемещаемся на восток нашей страны. Замечательный город. Здесь прямо на центральной улице очень легко все здесь найти. На центральной улице есть площадь Ленина. И спускаемся вот по этой улице вниз до пляжа. Здесь находится тот самый утес, который изображен на купюре. И памятник графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому, да, который был российским государственным деятелем, основатель Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Вот давайте начнем сначала с утеса. Вот такое это здание вблизи выглядит, да, на купюре оно изображено вот таким вот. Вот, этот утес предназначался для наблюдения за воздушным пространством и рекой. Собственно, вот она, река. Вот, сейчас же здесь находится культурно-музейный центр. Вот такой вот утес. И так, берем дальше памятник Николаю Николаевичу. Вот он, граф Муравьеву-Амурскому. Да, открыли его в 1891 году, спустя 10 лет после его смерти. Вот. Также этому человеку принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 году. Вот. Тогда у Амурской вот этой области было шаткое положение, плюс мы проигрывали в военной мощи Китаю, поэтому там было принято решение, в общем, отдать часть земель Китаю. Вот, да, и вот этот вот человек вернул, соответственно, Амурскую область и амурские земли обратно в Россию. Вот. Так что это находится вот здесь. Координаты я приложу. И с обратной стороны мы находим знаменитый вид. Давайте же найдем место, с которого была сделана эта фотография. Тоже находится все это в Хабаровске. Находим единственный мост через Амур, который здесь есть. Вспоминаем точнее, изгиб моста. И вот прямо здесь вот находится заброшенная водонапорная башня, с которой и был сделан этот знаменитый снимок. Вот. Здесь еще есть такая вот стелла, но ее как бы на основных фотографиях не видно. Водонапорная башня выглядит вот так, и стелла, получается, она находится за деревьями, поэтому ее не видно. Вот. Все координаты будут в описании. Мы нашли все места с 5000-ной купюры. Вот такие дела. Спасибо. Соединенные Штаты Америки, город Вашингтон, столица страны. Недалеко от Белого дома, мемориала Линкольна, находится Арлингтонское национальное кладбище. На его территории похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. Да, всего здесь погребено более 400 тысяч человек. Из президентов здесь похоронены 27-й и 35-й лидеры страны. А именно Уильям Тафт и Джон Кеннеди соответственно. Тот самый Джон Кеннеди, которого в Далласе убили, да, трагически погиб в Далласе в результате выстрелов. Вот. Так выглядит его захоронение, вот такое вот скромное, семейное, можно так сказать, да, вот Джон Фиджеральд Кеннеди, и рядышком похоронена его жена Жаклин Кеннеди. Вот. Но мой разговор не об этом. В Арлингтонском кладбище есть могила неизвестному солдату.
И я в свое время восхитился солдатами, которые охраняют эту могилу. Да, так называемые, ну, гарды или охранники, ну, лучше называть их солдатами. Вот здесь вот они находятся. Если так вот приблизить, да, караул здесь идет всегда. И вот эти дорожки протоптанные тоже здесь есть. И также на трибунах люди сидят, потому что зрелище, которое эти ребята делают, оно действительно завораживает. Давайте вот сейчас человека сюда опустим, посмотрим. Вот их караул, вот так выглядит. Чем меня привлек этот караул, так это необычной походкой. Да? То есть вот они уже за многие годы истоптали здесь бетонные вот покрытия, да, им даже вон ковровые дорожки такие постилают. Сейчас еще другую фотографию найду. Например, вот это. Вот тоже ребята стоят здесь. Охраняют. Больше всего удивляет то, как они ходят. Настолько это выверено, четко и красиво, что у меня нет слов, и я решил поделиться с вами этим. Да, вот то, как у них вот эта походка происходит, это вам нужно самим в интернете посмотреть. Это реально. То есть со стороны это выглядит очень так удивительно и непривычно для нас. Вот. Здесь происходит смена караула на видео. Это тоже можно полностью все посмотреть, как проходит инспекция. Вот. Координаты этого кладбища я скину в описании. Все настолько четко и уверенно здесь происходит. Вот. Но при желании можно найти и те моменты, когда не получалось. Спасибо. Ребята, что я вспомнил. 14 лет назад я был в Нью-Йорке, 4 дня здесь жил и гулял. Вот. И сейчас вспомнил про одно такое место, в котором я был, где проходил мимо, скажем так, но был там специально. Мне нужно было вот сюда, на 17-й пирс, здесь отличный вид на Бруклинский мост, плюс мне нужно было с одноклассницей увидеться, вот такой вот мостик, да, бруклинский, классный вид. Вот, и прежде чем прийти сюда, я вышел на станции Канал-стрит. И на пересечении Канал-стрит и Бродвея я посетил это место, чтобы исполнить, может быть, мечту миллениалов начала 2000-х. Помните такую певицу, как Аврил Лавин? Это ее дебютный альбом Let Go, который в 2002 году вышел. Да, и вышли такие треки, как Complicated, Skater Boy, Naked, Losing Grip, Nobody's Fool, I'm With You и так далее. Да, то есть этот альбом стал 7-кратно платиновым у нее. Вот. Но обратите внимание, где она стоит. Да, это было снято на Манхэттене, как раз-таки на пересечении Бродвея и Канал-стрит. Вот эта точка на карте. Давайте сейчас сюда уроним человечка. Вот, и я как бы вышел на метро, вот там оно, и дошел сюда просто, чтобы мне это место, ну, поностальгировать, скажем так, да, то есть культовое место со съемок дебютного альбома моей любимой в детстве певицы, да, я и сейчас ее слушаю. Вот, именно вот эта точка интересует, да, с видом вот на эти дома. Вот этот дом подсказка, потому что фасады этих домов справа и слева менялись, да, это фотографии 24 года, а вот этот дом не менялся. И у меня есть улучшенная фотография, улучшенное качество, вот мы видим вот эти вот ребра, да, но вот этого всего навесов уже нет, скажем так. Да, вот их нет, их убрали. Вот, но этот дом остался, поэтому именно вот этот перекресток и является как бы обложкой этого альбома. Это 24 год, например, можно отмотать на 9 год, и в 9 году вот уже какие-то вот такие вот навесы остались. Вот такое вот знаковое место, если вы там с 90-х годов рождения и дальше, наверняка вы тоже слушали Аврил Лавин и видели этот альбом, но, может быть, не знали, где он был снят. Вот. И 20 лет спустя, в 22 году, сама Аврил Лавин выложила видео вот с этого самого места, где она повторила легендарную свою обложку. Вот такие дела. Координаты этого места будут в описании, зайдите, поностальгируйте. Было классно. Спасибо. Или это Баобаб. Да, не говорили мы про деревья, давайте же переместимся в Южную Африку и поговорим про Баобаб.
Первый Баобаб — это Санленд, он называется, находится в провинции Лимпопо, вот здесь вот на севере ЮАР. Хочется мне рассказать вам про два таких огромных дерева. Находим местечко Маджаджи, да, недалеко от Питерсбурга. И вот здесь-таки как раз и находится этот некогда самый крупный Баобаб в Южной Африке. Санленд он называется. К сожалению, на Google Maps фотографий всего лишь одна. Вот, но если открыть Google Earth, здесь есть две фотографии. Это вот одна из них, да, вот такая вот, но здесь не очень видно. И вторая фотография — это полностью его вид, этого Баобаба. Вот такой вот он, ему более 1000 лет, да, и до частичного падения своего в 2016 году он был в высоту 22 метра и 11 метров в диаметре, что в обхвате составляло 47 метров. Вот. Но, опять же, повторюсь, в 2016 году он начал частично разрушаться, о чем свидетельствует нам вот эта единственная фотография на Google Maps. Вот таким образом он выглядел в 2016 году, и вот так вот он начал обрушаться. И на данный момент там разрушение, по-моему, еще больше, и он свою пальму первенства самого большого Баобаба в Южной Африке потерял. Вот. А перехватил у него эту пальму первенства Баобаб Сагале, который находится в той же провинции Лимпопо. Вот эта речка течет здесь чуть выше. Вот, находим местечко Матшена, и рядом с ним находится Баобаб Сагале. Вот, он на данный момент является самым большим. 38 метров в обхвате, 21 метр высота у него. Вот, и вот так вот он выглядит. Да? Вмещает внутрь себя больше, чем 20 взрослых человек. Вот такой вот знак к нему ведет. Вот, и здесь вот написано, чтобы не писали ничего на этом дереве, никаких имен. Да, то есть вот люди фотографируются, это туристическая достопримечательность. Вот так вот. Но все равно видно, что надписи какие-то есть на этом Баобабе. Вот, и также здесь еще и вход платный. Вот, получается, ну, вот здесь вход написано дети 25, взрослые 50 рендов, да, валюта ЮАР это ренд. Ну, где-то 6 центов, если в долларах, и 5 рублей, если на российские рубли. Вот такие вот деревья есть, их координаты будут в описании. Познакомились мы с Баобабами. Всем спасибо. Фильм «Отроки во вселенной. Советский Союз. 1975 год». Режиссер Ричард Викторов. Мой зритель Андрей попросил меня найти то место, где производились вот эти съемки, когда из созвездия Кассиопеи на Землю были посланы сигналы бедствия, да, сформировали команду из подростков и отправили их на спасение. Это вот такой пересказе сюжет небольшой. И вот сюда как раз их и отправили. Здесь они вот высадились на этой планете, чтобы спасать тех, кто им отправил сигнал. И вот моему зрителю понравился этот вид, да, такой шикарный. Конечно, качество страдает, но смысл будет понятен. Вот ребята прилетели, да, подростки 14-летние. И вот здесь вот они осматриваются по сторонам. Видим воду, море, небольшие такие холмы, горы. Вот они. Да, и по ландшафту я понял, где это находится. Вот, особенно вот по этим кадрам, да, вот по этим вот моментам видно и понятно, где это. Да, общеизвестный факт, что это съемки производились в Крыму, да, недалеко от города Керчь, осталось только найти правильное место. Я сначала подумал, что это вот это озеро, но это не оно. Я посмотрел, это не оно. Потом подумал, что это озеро около города Курортное. Тоже не подходит, потому что здесь немножко ландшафт не тот. И уже потом я понял, что это вот это, озеро Каяжское. Вот, именно здесь и происходили съемки этой сцены. Здесь, конечно, не очень, так скажем, видно все это дело. Вот, но это происходило здесь. Как бы нету конкретных фотографий, как вот здесь. С этой высоты нет фотографий. Но по ландшафту мы понимаем, что это оно. И особенно вот по этому вот аппендиксу, который торчит здесь, и он же торчит здесь и переходит вот сюда, соединяясь с сушей вот в этом месте. И здесь то же самое. Получается, вот так вот переходит и здесь вот соединяется. То есть съемки происходили где-то вот в этом месте. Вот, и здесь есть смотровая площадка, и можно уже посмотреть фотографии с этого места. Да, вот такой вот красный цвет.
У этого озера периодически, вот, только весной он нормальный цвет приобретает. Но это из-за микроводоросли, да, которая называется Dunaliella salina. Вот, она вырабатывает бета-каротин, который окрашивает воду в розовый, малиновый или даже красный цвет. Вот, такие места, съемки проходили здесь. Поэтому, Андрей, проходите и ознакомьтесь самостоятельно. Спасибо вам за запрос. Один из подписчиков попросил меня рассказать о таком феномене природы, как поющий бархан. Отличное место, давайте это сделаем. Перемещаемся в Казахстан, город Алматы. Гора из песка длиной около 3 километров и 150 метров в высоту находится на северо-востоке от Алматы, примерно в 180 километрах. Вот этот город. И нам надо вот сюда, в национальный парк Алтын-Эмель. И здесь-то вот как раз и находится тот самый поющий бархан. Это популярная туристическая достопримечательность. Многие, наверное, все в Казахстане ее знают. В Алматы так тем более. Вот, вот такая вот песочная, скажем так, гора. Вот таким образом она выглядит с воздуха. Да? То есть он образовался в результате выдувания песков с реки Или. Вот эта река на горизонте течет. То есть ветер сделал свое дело, выдал песок за многие, наверное, там, я не знаю, тысячи лет. И вот такой вот 150-метровый слой песка он нанес. Вообще место шикарное, конечно, здесь такая долина, да, вот эти места, даже Марс чем-то напоминает эти горы. Этот бархан издает звук. Причиной звучания является трение песчинок при его движении. Вот, также этот бархан звучит, когда дует ветер. И давайте я вам покажу видео и послушаем. Пожалуйста. Ну вот на видео четко видно, что человек, спускаясь с бархана, тем самым заставляет песчинки двигаться. И за счет этого создается звук. И так то же самое происходит, когда сильный ветер дует, тоже такие органоподобные звуки, такая некая мелодия органа начинает воспроизводиться. Вот это очень интересно. Вот здесь есть несколько фотографий, можно посмотреть на этом бархане. Вот с макушки с его открываются вот такие вот виды. Да, вот ребята фотографируются. И каждый, естественно, хочет послушать, как этот бархан споет для них. Вот. Еще по легенде здесь, возможно, похоронен Чингисхан под этим барханом со своими сподвижниками. Вот. Так что всем рекомендую посетить это место, когда будете в Алматы, в Казахстане. И сам я, конечно, с удовольствием бы это сделал, а пока лишь могу оставить координаты в описании, чтобы потом не забыть, куда поехать. Большой рахмет. Как часто вас в детстве называли «пуп земли»? Мол, не вокруг тебя весь мир крутится. Давайте же я вам покажу настоящие пупы земли. Первый находится в Пермском крае, город Кунгур. Вот здесь мы его находим, чуть-чуть южнее от Перми. На берегу реки Сылва находится тот самый пуп земли. Вот здесь вот, прям в самом центре, можно так сказать, около музея истории купечества. Около памятника первооткрывателям находится российский, можно так сказать, пуп земли. Вот давайте человека сюда поставим. Это не самый популярный пуп земли в мире, конечно же. Вот такая шишечка, вот так он выглядит. Такой притягивает туристов, здесь все облагородили. Вот вблизи как это выглядит. Такая вот полусфера. И вот так это выглядит на фотографии общего плана. Получается, сделали навес под этим всем, сделали розу ветров, расстояние до разных городов и так далее. Вот такой вот пуп земли есть в России. Координаты оставлю в описании, можете самостоятельно посмотреть. А теперь возвращаемся к главному пупу земли, который есть в мире и общеизвестный, такой популярный. Это Австралия. Здесь пуп земли называется гора Улуру. Она находится почти в самом центре материка. Помним, да, Элис Спрингс, военная база. Местечко Финк, и рядом с ним центр Австралии, а здесь пуп земли, гора Улуру. Вот, это огромный монолит из
красного песчаника. И также это священное место для аборигенов и отличное место для заработка современного человека. Вот здесь есть вот ряд таких фотографий, да, пуп Земли выглядит вот таким образом. Думаю, видели картинки, когда-то вам всплывали. Вот так это все очень красиво выглядит на закате и на рассвете, да, то есть красный цвет скалы появляется именно в это время. То есть в дневное время она вот такая вот, да, коричневатая, а когда уже солнце садится или восходит, все это окрашивается в такой вот отличный цвет. Да, вот такое вот видео тут приложено, вот такая точка обзора на этот пуп Земли, это огромное притяжение для туристов. И здесь вот есть такое местечко Юлара, городок такой, вот спальный райончик, скажем так. И здесь есть куча мест, где можно забронировать себе столик и за денежку посидеть и посмотреть на вот такой вот вида пуп Земли. Вот, координаты будут в описании. Вот, и в следующий раз, когда вас назовут пупом Земли, скажите, что это не так, и покажите мое видео. А попросите называть себя «Важная шишка». Давайте обратимся к отечественному кинематографу. Фильм «Жмурки», 2005 год, Балабанов. Дмитрий Дюжев, Алексей Панин выходят из адвокатской конторы, и здесь их с автоматами ждут плохие ребята. Вот, я еще здесь подметил сцену такую, что вот здесь вот около входа сейчас никого нет. А теперь там женщина какая-то вышла. Видите, женщина выходит, которая все равно на выстрелы из автомата. Давайте же найдем, где находится это место. В Нижнем Новгороде происходили съемки. В самом, по сути, центре, рядом с Кремлем, на верхушке. Вот, нам нужно найти Кремль. Вот он, Нижегородский Кремль. И буквально соседняя улица Ильинская. На ней-то и происходили съемки этой сцены. Вот здесь вот. Здесь есть церковь Ильи Пророка. И вот тут происходила съемка. Вот. Здесь шикарный вид на Волгу, шикарный вид на Стрелку. Новый стадион построен к чемпионату мира. И вот здесь-то как раз все и происходило. Вот ребята отсюда выходили. Вот из этого здания. И вот здесь их поджидали жулики. Вот такая, ну такая, в принципе, культовая сцена, такая интересная перестрелка. Да, но женщина на заднем фоне, конечно, видимо, не по плану как-то выскочила, но ее решили оставить в фильме. Вот она. И уже в следующем кадре она, когда они уедут, она уже пропадает отсюда. Вот. Координаты этого места оставлю в описании. Сможете сами пройти и посмотреть. Вот. Фильм «Жмурки» легендарный, очень интересный. Ну, Балабанов в своем стиле мне очень нравится. Спасибо. Некоторые из зрителей просили меня показать что-то в Антарктиде. Ну, давайте я вам покажу 3 самых таких популярных места. Многие о них наверняка знают, но пускай они будут на моем канале. Вот такие вот снимки НАСА у нас есть, да, вот написано НАСА. Да, ну сначала непонятно, что вот это такое, да, какая-то тень от чего-то, от купола земного или от чего, или от Международной космической станции, да, или я не знаю. Ну ладно, в общем, первое это знаменитое лицо, которое было найдено в Антарктиде. Напротив вот Новой Зеландии, так вот ориентируемся по Новой Зеландии, идем, получается, на Южный полюс. Здесь есть вот станция Зучелли, это итальянская сезонная станция, на которой только летом работает. И вот здесь таки вот как раз в этих горах есть вот это знаменитое лицо, которое нашли в Антарктиде. Да, ну вот оно, как бы рот, глаз, нос, и здесь вот заметенный снегом второй глаз. Вот, ну, по моим ощущениям, это нам просто рисует мозг, образ этого лица. По факту это просто, ну, какие-то скалы, горы и так далее, да, то есть здесь тоже можно подумать, что это какая-то лягушка, да, вот это рот ее, мордочка, там и так далее, вот, ну, то есть вот такое лицо, да. А второе место, это у нас находится под Аргентиной, под Чили,
Это знаменитая пирамида в Антарктиде, которая находится недалеко от Union Glacier Station. Это та станция, по-моему, на которой был Уилл Смит в своем фильме «Pole to Pole». Вот недавно выпустил National Geographic этот фильм. Этот палаточный лагерь, Union Glacier Station, он палаточный. Здесь люди останавливаются, переводят дух перед тем, как идти на Южный полюс. Вот, то есть это как бы перевалочная станция для того, чтобы продвигаться дальше. И вот недалеко от Glacier Station есть вот та самая пирамида. Вот, то есть ученые заявляют, что она сформировалась посредством естественных каких-то воздействий окружающей среды, ветра, таяния льдов, вот это все, ну, и трение льда, и трение снега, в общем, под действием всех этих обстоятельств такая штука получилась. Это вторая, да, и третья, это вот нашли, получается, уже рядом с Австралией, да, можно так сказать, нашли какой-то непонятный проход внутрь скалы, да, вот такая вот штука. Ну, заявляют, что якобы это не природного как бы производства. Этот выход как будто бы здесь находит какой-то человеческий след или след иноземных пришельцев, да, инопланетных. Вот. Ну, в общем, вот такая вот штука. Все координаты мест будут в описании. Спасибо за внимание. Антарктиду пока закрываем. Сериал «Во все тяжкие», 2 сезон, 11 серия. Мы впервые видим знаменитый ресторан быстрого питания Los Polos Hermanos. Вот такая вот сцена. Да, ресторан «Братья Цыплята». Вот такие есть. Вот Уолтер сидит и ждет, высматривает Гуса Фринга. Да, и вот он сидит за своим столом. И давайте же найдем этот самый ресторан, где он находится, где происходили съемки. Снова возвращаемся в штат Нью-Мексико, город Альбукерке, и уходим немножко южнее от его центральной части. Здесь есть такие вот зеленые поля, их очень легко увидеть на карте. А также через дорогу, через бульвар, есть, по сути, Гаррисон Мидл Скул. И вот как раз-таки здесь, на пересечении Лейк-Вью и бульвар Ислета, и находится этот ресторанчик. Давайте сюда человечка уроним. Вот. Он уже давным-давно называется Твистер. И вот так он выглядит. Твистерс. Вот. Тоже здесь с курицей, буррито, всяким таким крылышками торгуют. Вот. Интересно, что здесь есть много фотографий за различные годы, да, как менялось это место, не особо-то оно и менялось. Но если взять ноябрь 2007 года, здесь еще старые вывески висят, но вообще ничего не видно. Насколько мы знаем, сериал «Во все тяжкие» вышел в 2008 году. То есть здесь фотография ноябрь 2007. Как раз, возможно, этот ресторан уже участвует в съемках сериала 2 сезона. А может быть, только вот скоро начнут здесь снимать. Так, и давайте я вам покажу, что происходит внутри. Там, в принципе, интерьер тоже поменялся. Вот так вот он выглядит со стороны парковки. Тоже фанаты сюда приезжают. И вот мы видим внутренности ресторана и то самое место, где сидел Уолтер. Вот в этом сериале. Вот на этом месте вот сидит такой мужчина, ест. И что интересно, здесь вот написано, да, что да, Breaking Bad снимался в Твистерс. И вот здесь вот написано сверху Walter's Booth. Да? Ну, booth переводится как будка, ларек. Вот, но те, кто speak English и understand it so much, пожалуйста, переведите, как вот со сленга английского переводится слово booth. Да, то есть, как бы вот Уолтер здесь сидел, но почему-то это назвали будкой. Также здесь были сняты и другие сцены. Этот ресторан часто появляется в 3-м, в 4-м сезоне сериала. Но вот это место такое вот культовое и притягивает туристов. Все координаты будут в описании. Большое спасибо. Увидел вот такой вот пост в Инстаграме одного из западных пользователей. Написано, что владельцы этих машин никогда не вернулись. И не читая ничего в комментариях, я решил найти это место. Известно, что это город Манаус в Бразилии. Поэтому мне стало интересно найти эти машины. Вот он, город Манаус. Находится он на реке Амазонка. Достаточно крупный город, около
2,5 миллионов человек здесь проживает, чуть меньше. Видно по фотографиям, что это аэропорт. И вот находим аэропорт Манауса. И по парковке, которая была указана на фотографиях, понятно, что это вот этот край. И вот сюда человека на дорогу бросаем. И действительно эти машины здесь стоят. Вот они две. Видно, что стоят долго. Это вот фотография 2019 года съемка. Это вот 2014 год. То есть как минимум, да, уже более 10 лет назад все это уже здесь стояло. Потом начал немножко разбираться в этой истории. Да, какие-то люди пишут, бразильцы, которые живут здесь или вообще в этой стране, или в этом городе, писали, что якобы это машины пилота и стюардессы самолета, который разбился в сентябре 2006 года, выполняя регулярный рейс по Бразилии. Вот, там была знаменитая история с этим рейсом, когда самолет врезался в бизнес-джет, вот, и погибло 154 человека, и 7 человек смогли выжить в этой авиакатастрофе. И вот якобы эти две машины принадлежат работникам, да, аэропорта, пилоту и стюардессе. Единственное, что смущает, это то, что если взять 2012 год, то на этой парковке либо ее строят, либо какая-то реинновация здесь, модернизация была. Ну, естественно, этих машин здесь нет. То есть вот этот момент мне непонятен. То есть, скорее всего, это не так. Да, то есть это просто машины каких-то людей, которые оставили свои транспортные средства в аэропорту и канули в лету. Вот. Также есть информация, что в 2020 году эти машины отсюда убрали. Вот такая вот история, вроде бы сначала казалась грустная, да, но хочется верить в то, что это просто брошенные машины, а не памятник людям, которые ушли из жизни трагическим путем, оставив за собой вот такую вот память. Финляндию часто называют страной тишины. Сюда едут отдохнуть от городского шума и суеты. И вот вы едете по дороге, куда вам надо, вот вы едете. Так вот все хорошо у вас, вы едете, и здесь вы поворачиваете голову налево. Это что такое? Немножко жуть для вас на моем канале. Это вот такая вот инсталляция. Очень страшно на самом деле все это выглядит, да, но это все не настоящие люди. Это местечко в Финляндии под названием Тихий народ. Вот так все это выглядит с воздуха. Находится все это между городами Суомусами и Куусама. И с воздуха выглядит очень жутко. Такое вот огромное поле из фигур человеческих в одежде. Видите? Вот, и если мы сюда уроним человека в это поле, а это, слава богу, можно сделать, мы сможем приблизиться к этим фигурам и посмотреть на них. Вот. Это огородные пугало. В этом месте они превращены в произведение искусства и местную достопримечательность. Но я не представляю, что будет, если ночью вы поедете, а на каждое это пугало, например, катафотик повесить. Или как-то осветить все это так, чтобы это было со стороны страшно. В общем, вот так вот. Тело, по сути, да, вот здесь давайте еще другую фотографию посмотрим. Вот, такая вот с воздуха. Да, тело здесь это две палки, а голова, по сути, кусок дерна с соломой. Вот так вот все это сделано, да, эта инсталляция, получается, появилась на этом месте в 1994 году. Ее изобрел один танцор и художник. Вот. С 1994 года эти фигуры здесь стоят и за ними ухаживают. Также у них какие-то там гастроли есть, они ездят по всей стране вот, с этими инсталляциями. Такая вот жуткая история. Сюда приезжают туристы, здесь есть место отдыха, парковка и так далее. Да? Вот это, здесь места вот такие. Кто-то просил мне какую-то жуть показать. Вот показываю, что впервые это выглядит очень странно. Вот, по сути, тихий народ – это символ завораживающего безмолвия. Вот, потому что Финляндию ценят за ее спокойствие, тишину и так далее.
Вот, так что все не так плохо, как может показаться. Координаты этого места обязательно посмотрите, будут в описании. Спасибо. Вчера выкладывал сторис о том, что около Легазпи-Сити на Филиппинах извергается вулкан. Началось у него извержение, вот вулкан Майон. Вот здесь он находится, рядом с этим городом. Но сейчас он вроде бы подуспокоился, вот прямая трансляция, видно, что извержение не происходит, поэтому как бы вроде бы пока спокойно все. И меня натолкнуло это на мысль, что на этом острове есть еще одно очень интересное явление, называется оно «Остров в озере, на острове в озере, на острове». Для этого нам нужно переместиться ближе к столице Манила, и вот здесь вот есть озеро Тааль. Вот оно вот такое. В этом озере есть остров, внутри которого есть небольшое озеро, и внутри этого озера есть небольшой остров. Вообще это, конечно, озеро вулканическое, да, то есть это как бы кратер вулкана, и внутри него сформировалось озеро. Но само явление, вот это остров в озере, на острове, в озере, на острове, оно как бы получается соблюдается. На самом деле очень красивое место. Здесь есть пару мест для осмотра, которые бы я хотел показать. Вот первое, сам кратер. Видно, да, что вот он, этот островочек маленький. Также, ну, вообще видно и виды озера, да, и кратер достаточно большой такой. Вот, и вот оно, само это серное озеро посередине кратера. Ну, вулкан тоже действует, иногда он даже парит. Сейчас я, если вот фотографию найду, по-моему, вот это. Да, вот, видно, как это все нагревается иногда. И вот такие вот серные отложения на берегах, желтые, появляются. Вот, достаточно горячая, есть температура. И вот он, этот наш островок в озере. И еще одно есть место для осмотра. Это вот это вот. Вот здесь вот видно, что смотровая площадка. Здесь вот, видимо, чем-то торгуют. Люди стоят, магазинчики. И вот такая красота нас встречает. Тоже видно этот остров. Вот, координаты я в описании добавлю. Очень интересное явление. Да, остров в озере, на острове в озере. Да, остров в озере, на острове в озере. И все это на огромном острове под названием Лусон. Вот такие дела. Есть еще одна такая же штука в Канаде, но там не так красиво. Спасибо. Зритель попросил найти место с самым длинным названием в мире. Ой, ну что же, это очень интересно. Давайте это сделаем. Перемещаемся в Новую Зеландию, рядом с Австралией она находится. Да? Новая Зеландия расположена на двух главных островах. Северный и Южный. Вот. Называются они на языке Мауи, на языке коренного народа этих островов. Да? Северный называется Теика-Амауи, а Южный Те-Ваипа-Унаму. Вот так они называются на их языке. Вот и здесь-то и находится то самое место. Нам нужен в этом случае Северный остров с его столицей в городе Веллингтон. И мы сначала находим местечко Гербертвиль. Вот здесь обращаем внимание на Ваихи Фоллс. Очень красивейшее место. Вот такой вот водопад. Вообще шикарное. Можете посмотреть отдельно. И вот тут-то есть как раз местечко Уимблдона. От него идет шоссе. И вот идем мы по нему. И доходим до этого места. Карта сама нам подсказывает, куда нам приткнуться. Вот то самое место. The longest place name in the world. Да, вот ставим человечка на дорогу и видим то самое место. Да, вот такой вот знак сюда ведет. Longest place name. И вот такой вот заезд. И вот сейчас мы туда переместимся. Вот такое вот длиннющее название. Это самое длинное название в мире. 85 букв в оригинальной версии Мауи. Вот. Его установили в 40-х, 50-х годах 20 века. Ну, вот это вот установили это название и зарегистрировали. А также занесли в книгу рекордов Гиннесса. Произнести это достаточно сложно. Таума, Тавака, Тангиханга, Коу-Ао и так далее. Короче, это очень сложно. В переводе означает вершина холма, где Тимотео, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как землеед, играл на своей флейте для своей любимой. Вот. Но, естественно, сокращенно это все называют Таумата, этот холм. Вообще это холм, вот этот холм, что сзади людей, да, на холму стоит вот такой вот истукан. И вот такая табличка здесь есть.
И вот он, верх этого холма. Да, вот с такой тоже табличкой дублирующей. Так что вообще это очень позитивное место для меня. Не знаю, какой-то от него позитив веет от этого места. Вот, можно так вот посмотреть, да, вот новозеландцы здесь, да, ноги вот стоят, например. Мы же не знаем, как новозеландцы выглядят, они далеко от нас. Да, мальчик вот очень высокий, да, вот ног тоже не видно у него. Вот, и девочка, которая ест траву. Вот такой кадр. В общем, вот такое, не знаю, веселое место, позитивное, да. А так вот в честь вот этого холма это место приобрело самое длинное название в мире. Всем спасибо, мы его нашли. Все же слышали про печально известный перевал Дятлова. Давайте же я помогу вам его найти на карте. Для этого нам нужно найти Свердловскую область, Пермский край и Республику Коми. Да, и на пересечении этих трех областей, скажем так, да, или трех регионов России, и как раз-таки и находится та самая гора Халачахаль и печально известный перевал Дятлова. Вот здесь, вот, да, то есть перевал Дятлова — это перевал на Северном Урале, а Халачахаль входит, скажем так, в Уральские горы. Вот, находится все это в Ивдельском муниципальном округе. Вот здесь-то вот как раз и группа туристов и погибла в свое время. Да, 2 февраля 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа из 9 туристов. Вот здесь они как раз сюда дошли, через лес вот здесь вот вышли и разместили свою палатку вот здесь вот. Да, примерные координаты. Вот так вот выглядела их палатка, когда ее нашли. Вот, про эту историю на самом деле очень много сказано. Снято сюжетов, написано статей, книг и прочего. Много конспирологии по этому поводу. То есть я в это вдаваться не буду. Моя задача немножко другая. Вот, да, то есть координаты установки палатки примерно здесь. Да, и сейчас на месте как раз таки гибели туристов находится мемориал. Да, вот мы можем на него нажать, посмотреть. Да, вот такой вот памятник здесь находится, как бы мемориал с мемориальной доской. Вот с такой вот, да, на которой указано, что под этим перевалом в южной ночью 2 февраля 1959 года погибли туристы. Указаны их имена. Вот, Дятлов, Колмогорова, Дорошенко, Слободин, Кривонищенко, Колеватов, Дубинина, Тибо-Бриньоль и Золотарев. Вот все эти ребята. Вот они, да. И последний вот этот вот Юрий Юдин, он выжил. Он сошел с маршрута из-за болезни и прожил до 2013 года. Вот. И что еще примечательно, да, по-моему, в 2021 году установили мемориал в 50 метрах от того места, где была палатка. Да, вот здесь вот даже можно где-то посмотреть. Ну, в общем, вот он, этот мемориал. На карте тоже можно его увидеть, там одну фотографию. И вот такой вот очень интересный, скажем так, объект был построен в память о погибшей группе туристов. Вот, можете тоже, все координаты оставлю, пройти, посмотреть и ознакомиться. Всем спасибо. Хочу вам рассказать про две самые короткие реки в мире. Первая из них находится в штате Орегон, Соединенные Штаты. Здесь нам нужно найти город под названием Линкольн-Сити. Он на западном побережье находится, недалеко от Портленда, вот в этом вот месте. Эта река, она еще и самым коротким названием, она называется просто Ди-Ривер. Просто река Д. Вот, ее длина составляет 130 метров, и до 1989 года она была самой короткой рекой в мире, зарегистрированной в книге рекордов Гиннесса. Да, вот мы открыли ее как бы снимки, и эта река, она, получается, впадает в Атлантический океан вот здесь, а идет оттуда вот из-под моста. Здесь есть озеро Девилс, вот такое большое. И вот оно как раз-таки и в такую речку и переходит. И вся вот эта длина 130 метров. Вот такое вот интересное место. Можно посмотреть, человека сюда уронить. Да, вот там она начинается вот здесь вот. И идет до океана. Вот такая вот Ди-Ривер. До 1989 года была самой короткой, а потом эту
первенство, скажем так, это первенство отобрала река Ро, которая всего лишь 61 метр, и находится она рядом с местечком Грейт Фоллс. Вот здесь она находится. Это штат Монтана. Вот Грейт Фоллс, и вот сюда мы уходим за пределы города, и вот она, река Ро. Вот сюда человечка роняем, и вот она, эта река. Вот это вот все река, она впадает в реку Миссури. И сами говорили, что вот те, кто нашел эту реку в свое время, что самая короткая река впадает в одну из самых длинных рек. Вот. Начинается эта река вот здесь в лесу и заканчивается таким вот широким устьем вот здесь вот, впадая в реку Миссури. И вот есть также несколько кружочков, куда можно поставить человечка и посмотреть. Вот так она разливается и впадает вот здесь вот. Вот. Теперь вы знаете, что есть такая вот короткая река. Всего 61 метр. До 2006 года была самой короткой, зарегистрирована в книге рекордов Гиннесса, а потом эту категорию убрали. Теперь нет такой категории в этой книге рекордов. Вот. Все координаты я оставлю в описании. Вот. Теперь вы знаете, что существует две таких коротких реки. Река Ди и река Ро. Я знал, что меня попросят это сделать. Давайте я расскажу вам про Северный Сентинельский остров. Тема довольно популярная для тех, кто знает. Напомню, для тех, кто не знает, сейчас расскажу. Северный Сентинельский остров – это один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Вот он, Бенгальский залив рядом с Индией. И вот с правой его стороны как раз-таки есть те самые Андаманские и Никобарские острова. И вот рядом с ними есть маленький Северный Сентинельский остров. Есть еще южный вот здесь вот, но нам сейчас не нужен. Да, переходим ближе к этому острову. Его площадь примерно 60 квадратных километров, и он почти полностью покрыт тропическим лесом. Вот, управляется он Индией, и на нем проживает племя сентинельцев, да, которые отвергают любые контакты с внешним миром. Вот. Правительство Индии запрещает высаживаться на этот остров. Здесь даже патрули вокруг острова ходят каждый день, чтобы всяких любопытных отгонять, потому что были прецеденты. Вот. Ну, во-первых, они хотят обезопасить аборигенов от инфекций, потому что для них наши болезни неизвестны и их иммунитет не справится. А во-вторых, сохранить их уникальную культуру. Вот у меня есть несколько фотографий этих аборигенов, которые были сняты с лодок. Людей, которые пытались и высадиться туда, и просто вот сделать эти фотографии. Вот в интернете есть несколько фотографий этих аборигенов. Их численность населения неизвестна, потому что было цунами в 2004 году, и там они погибли. В общем, на 2011 год есть информация, что там типа порядка 40 человек. Но думаю, сейчас там, наверное, человек 100-200 живет на этом острове, этих аборигенов. Может быть, даже больше, могу только предполагать. Вот. И известны случаи гибели людей на этом острове. Да, 2 рыбака в 2006 году погибли, которые высадились там. И в 2018 году американский миссионер тоже погиб на этом Сентинельском острове. Он попытался высадиться там, какие-то подарки им привез, пытался их познакомить с христианством. Но, в общем, они его из лука застрелили, и его тело так и не нашли. Вот, были вроде бы свидетельства о том, что какой-то рыбак видел, как его тело волокли по пляжу. Что интересно, здесь вот с космоса нереально вообще увидеть что-либо, но зато на Сентинельском острове вот здесь вот сверху есть затопленная лодка, да, которую прибило. И вот видно, вот я посмотрел, видно, что вот есть тропинки, по которым, видимо, это племя ходит, да, но она вся уходит в лес, и они там живут, и их не видно. В общем, вот такая вот история с этим островом. Самый загадочный остров нашей планеты, где люди не контактируют с внешним миром. Очень интересно, когда-нибудь мы с ними познакомимся. Продолжаем концерт по заявкам. Подписчик просит показать людям сухой док Томпсона, где строили Титаник и доводили до ума. Это Белфаст, столица Северной Ирландии. Очень хорошее предложение, это замечательное место. Я в свое время очень сильно интересовался Титаником, вообще всей этой историей. Да, вот,
Сухой док Томпсона, да, находится в Белфасте. Вот у нас Великобритания, Северная Ирландия находим. И идем в Белфаст, на берег моря. И вот здесь вот находится как раз-таки этот сухой док Томпсона. Там, где доделывали Титаник. Да, этот док — это крупнейший док своего времени, построенный для достройки и ремонта как раз-таки океанских лайнеров. Вот такие, как Титаник и Олимпик, например. Вот он так вот выглядит здесь, если смотреть сверху. Построен он был в 1911 году, да, длина у него 270 метров, ширина 39. Вот, такая вот территория здесь. Сейчас часть этого дока уже давным-давно музей, да, в том числе и музей Титаника. Можно вот посмотреть, да, вот он, Титаник Белфаст, например. Вот такое вот здание, да, вот здесь вот есть ретро-фотографии Титаника. Вот такая есть памятная табличка. Вот такие вот фотографии есть с этого, да, части интерьеров Титаника есть, такая вот диорама, да, Титаника, вот такой вот подвесной такой Титаник тоже есть, макет, да, и так далее. Вот, но интересные фотографии есть непосредственно с самого дока этого сухого. Давайте на них посмотрим. Сейчас, вот он. Тоже вот есть фотографии этого дока. Титаник поместили сюда в феврале 2012 года, установили грибные винты, докрасили корпус и поставили там системы связи и прочее. Вот. И в конце февраля в док зашел Олимпик, его брат-близнец. Кораблик, вот есть фотография как раз-таки с Олимпиком. Вот она, да, то есть вот эти друзья рядышком, можно сказать, таки в последний раз. Вот, да. И к марту месяцу Титаник доделали, и в апреле он ушел в свое последнее плавание. Первое и последнее. Вот, и в доке Томпсона вот такая вот есть табличка, да, что в 2011 году это был самый большой сухой док в мире. Вот, спасибо большое подписчику, что попросил показать это место. Подписчик в комментариях попросил показать точку, наиболее удаленную от Мирового океана. Ну что же, давайте поговорим о полюсах недоступности. Полюс недоступности — это такая точка, которую очень трудно или наиболее трудно достичь из-за ее удаленности. Вот, например, на экране сейчас у меня отображается северный полюс недоступности, который находится вот здесь, на самой макушке почти глобуса или карты, да, в аккурат максимально на севере от Чукотского моря, вот здесь. Также есть южный полюс недоступности, который находится где-то в Антарктиде. Вот здесь вот снизу, но точные координаты его не определены. Поэтому невозможно, потому что туда попасть, да, и проверить на самом деле. Также есть океанский полюс недоступности, о котором многие слышали. Это так называемая точка Немо. Это место в океане, которое наиболее удалено от суши. Вот оно находится здесь, вот так вот посередине между Новой Зеландией и Чили. При этом до ближайшей земли 2688 километров до атолла Дюси. Чтобы найти этот атолл, нужно пойти строго наверх, на север от точки Немо. Она вот здесь, там ничего нет, поэтому тут не на что смотреть. Да? Мы находим острова Питкэрн, и чтобы нам найти атолл Дюси, да, находим 3 таких шишечки в океане. И одна из этих шишечек и есть атолл Дюси, так называемая подводная гора, которая виднеется вот из океана. Вот атолл Дюси. Здесь никто не живет, но такое живописное местечко на самом деле. Это вот океанский полюс недоступности. Также район этой точки, вот здесь вот в середине, по сути, Тихого океана, используют как кладбище космических кораблей. Сюда падают все останки вот этих вот кораблей, которые уже непригодны для полетов в космосе. Вот. А также, возвращаясь к просьбе подписчика, существует еще и континентальный полюс недоступности, который находится как раз-таки в Евразии, а именно в Китае. Недалеко, кстати, от центра Евразии. Вот такое вот совпадение. Центр Евразии помним, да, в одном из прошлых видео. Вот Семей, вот Курчатов. И вот здесь вот у нас недалеко находится центр Евразии, вот здесь вот. А полюс недоступности Евразийского континента находится вот здесь, в Китае. В китайской пустыне Дзюсатын Элисун.
Вот, так называется пустыня, находится вот здесь вот полюс недоступности. Удаление от береговой линии 2645 километров. Помните вот эту легендарную сцену из сериала Breaking Bad «Во все тяжкие», 2-я серия, 3-й сезон? Скалер закрывает дверь, и Уолтер, расстроенный, с пиццей уходит. И вот здесь вот самое эпичное, это то, что у него с первого дубля получилось закинуть пиццу на крышу гаража. Вот. Актер даже сам удивился, но при этом продолжил сниматься, потому что команды режиссера не было. Вот. И пицца здесь у него пролежала достаточно долгое время, пока он ее потом в следующих сериях не убрал. Давайте же найдем этот дом, найдем это место. Нам нужно попасть в город Альбукерке, именно здесь происходили съемки сериала и конкретно этой сцены. Чтобы найти дом, где Уолтер Уайт жил со своей семьей, нам нужно вот найти вот эти горы, вот здесь вот. И есть вот такой вот здесь пробел между домами. И вот второй, скажем так, ряд кварталов нам нужно вот 1, 2 и 3-й квартал. Лома дель Рей, так называемый. И здесь вот как раз таки есть такая вот улица. И на пересечении вот это Орландо Плейс и Пьермонт как раз таки и находится этот дом. Что удивительно, на Google картах, видимо, хозяева дома попросили убрать панораму, потому что нельзя проехаться на машине прямо около дома. Поэтому довольствуемся только фотографиями. Вот тот самый дом. Вот он. Видите, огорожен забором, знаки стоят. То есть там живут люди, конечно, им не хочется такого пристального внимания. Вот, но есть фотографии, выложенные отдельными людьми. То есть не с Google автомобиля, а просто вот люди фотографируют культовый дом, скажем так. Вот, вторгаются, конечно, в частную жизнь, но такова судьба этого дома. Вот так вот он был украшен на Рождество, я так понимаю, да, видите, написано, что sidewalk is closed, то есть даже по тротуару как бы не хотят, чтобы люди ходили и фотографировали. Вот такие вот фотографии. И вот на этом гараже как раз таки и лежала пицца. Уже крышу поменяли, все поменяли. Вот, так что вот такая интересная штука. Я помню, давным-давно еще можно было на Google автомобиле вот здесь проехать. Сейчас, видимо, хозяева попросили убрать. Так что вот эта культовая сцена и культовый сериал был снят здесь, вот в этом месте. Координаты этого дома я скину в описании. Сможете сами пройти и посмотреть. Да, вот человечка можно, к сожалению, кинуть только вот на точку. И посмотреть издалека на этот дом. Это вот фотография 2016 года. Все, всем спасибо. Я посмотрел новое видео Алишера и понял, что вот этот остров я уже когда-то видел. Вот этот кадр можно посмотреть. Вот этот кадр, например. Или вот такой вот кадр, да, снятый в Мертвом море. Я понял, что я его видел и вот захотел показать вам такое интересное место, почему бы не найти его на карте. Нам нужно переместиться в Израиль. Вот почему я его когда-то уже видел, этот остров. Я вспомнил, где он, и я его нашел. Дело в том, что если у вас будет когда-нибудь такой челлендж найти самолет на Google Maps, который летит, обязательно найдите этот самолет в Мертвом море. То есть вот Мертвое море у нас, и мы находим еле видную белую точку вот здесь. Приближаем, и вот он летит, самолет. И я вспомнил, что когда я искал этот самолет, нашел его, я просматривал Израиль, и вот здесь, в этом месте, нашел тот самый остров, на котором снимался этот клип. Вот. И этот остров называется Древо жизни. Вот, Tree of Life. И на него даже можно посмотреть. Сейчас сделаем. Вот он, этот остров. Да, Древо жизни, это художественная инсталляция. Установил его местный художник, да, и оно символизирует жизнь в некогда безжизненной среде. Вот, так что было очень приятно увидеть этот остров и найти его заново. Вот такие вот дела.
Да. А если в целом посмотреть, то что же вот это такое прямоугольное, что случилось с Мертвым морем, да? Ну, это на самом деле испарительные бассейны. Они используются для добычи минералов из воды, там различных, вот, и извлекаются оттуда как раз-таки вот бром, магний в основном и поваренная соль. Так что вы теперь знаете чуть больше, и мы нашли этот знаменитый остров из этого клипа. Вот, всем спасибо. Стараюсь улучшать качество картинки, прислушался к своим зрителям, освоил программу, вроде бы должно все работать. В комментариях напишите, как вам качество и звук. Перед вами Элвис Пресли, король рок-н-ролла, певец, актер, самый коммерчески успешный артист в истории Соединенных Штатов, 23 студийных альбома. В общем, все у него было, к его 40 годам он получил полную мировую славу и известность. Давайте же найдем то место, где он похоронен. Чтобы найти это место, нам нужно переместиться в Штаты, а именно штат Теннесси, да, и уходим на границу в город Мемфис, на границе Миссисипи и Арканзаса он находится, вот здесь вот. Да, чтобы найти то место, где был похоронен Элвис, нужно найти аэропорт, уходим налево, ищем белую крышу. Это его музей, и напротив его музея находится его поместье Грейсленд Мэншн. И здесь вот прямо уже из космоса видно скопление людей и как раз таки вот могилы Пресли и его родственников. Вот, давайте сейчас человечка сюда опустим, посмотрим, что он нам покажет. Вот, собственно, эти могилы. Вот могила Элвина Аарона Пресли. Вот здесь вот Вернон Пресли, это его отец. И там его мать похоронена. Вот так вот ближе можно увидеть, да. Умер 16 августа 1977 года. К сожалению, да, он скончался. Причина смерти – чрезмерная доза медикаментов он принял. Вот, и это повлияло на его сердце, и оно остановилось. Вот. Да, вот Глэдис тоже, его мама тоже, получается, рано ушла из жизни и была похоронена именно здесь. Вот. Ну, кстати, да, похоронен он в Meditation Garden, это так называется, сад медитаций. Вот. Хотя изначально Элвис был похоронен в другом месте, на другом кладбище, да, но там ярые фанаты решили вскрыть могилу, чтобы проверить, действительно ли король рок-н-ролла умер. Но, естественно, это не так. Вот. И отец решил убрать могилы матери и сына с того кладбища и перенес в семейное поместье, чтобы спокойно его сын лежал, вот, и его жена, и никто их не трогал и не тревожил. Вот. Вот в этом месте похоронен король рок-н-ролла. Все координаты будут в описании. Жду комментариев по поводу качества видео. Надеюсь, у меня все получилось. Вот, я волнуюсь, поэтому спасибо вам большое за поддержку. Вот и все.